Здравствуйте, мои дорогие девочки и мальчики! Приветствую всех на канале Айрония. Сегодня я хочу поговорить о результатах моего дальнейшего сухого голодания. Хочу продолжить эту тему, потому что получаю вопросы и попробую в этом видео на них ответить. Буду подглядывать в свои записи, потому что не хочу упустить важные детали. После перерыва на новогодние праздники я снова на еженедельном жестком сухом голодании. То есть 36 часов, но у меня, я посмотрела, посчитала, получается не 36 часов, а 42 часа чаще. Потому что до 12, до 2 часа дня, где-то в день выхода, я не хочу есть, и я ничего не ем и не пью. Я поймала себя на мысли, что словосочетание «жесткое сухое голодание» звучит как-то грозно и отталкивающе. Поэтому между собой мы практикуем с мужем, мы стали называть его сокращенно СГ. То есть мы на СГ. И все. На самом деле это мощнейшее очищение организма, несмотря на такое грозное название. Кстати, у Юлии Высоцкой буквально вот неделю назад я видела видео, тоже про голодание, по-моему, интервальное там или какое-то было. Другой вариант у нее был. Я услышала, что она называет это пищевая пауза, что тоже очень хорошо звучит. Слова вообще надо выбирать приятные уху, так же, как и слово «похудеть» нехорошее. Мы не худеем, мы сбрасываем вес или стройнеем. Сейчас очень многие на интервальном голодании. Мне ближе все-таки вариант именно 36-часового голодания. Или вот 42 часа, как у меня получается, но это без разницы уже. Мне буквально на следующей неделе мне будет 54 года, и поэтому я хочу освободиться от любых таблеток и быть в форме. Поэтому это очень важно, особенно для людей 50+, заниматься подобной практикой, на мой взгляд. При такой практике еженедельной получается 2 дня, я не принимаю никаких таблеток, я не пью кофе, я не получаю сахар, и вообще мой организм отдыхает от пищи. Я не люблю никакие диеты, сидеть на воде, делать разгрузочные дни. Вот мне идеально подошел именно этот метод голодания без воды. Слушайте все внимательно, возможно, у вас будут другие метаморфозы наблюдаться, но я расскажу просто на своем примере, что происходит у меня. Я еще года не практикую. Еще не прошел год, будет в мае. Вот несмотря на то, что все новогодние праздники мы не соблюдали СГ, да, мы вернулись очень легко к этой практике. Я чувствую вот сейчас, что у меня организм уже вот за то время, когда я голодаю, он уже очистился, и мне легко входить, никаких неприятных симптомов. Мне не нужна какая-то экстремальная чистка, потому что организм уже частично очищен. То есть он не так засорен, как раньше. У меня не болит голова, у меня повысилась концентрация даже вот в день голодания. Нормализуется давление, я стала спокойней. Если я вот что-то там завожусь, я в состоянии отследить этот момент и расслабиться. Мне даже шальная мысль в голову пришла побегать в парке, тем более парк рядом. Если желание не пропадет, вот погода наладится, пойду бегать. Возникают какие-то новые вкусовые ощущения. Например, я заметила, что я стала есть гораздо меньше яиц, хотя я их люблю. Но я вижу, что вот любовь к ним слабеет. Я перестаю есть колбасу. То есть я ее ем, но гораздо меньше. Мне не нравится запах. Я сейчас стала чувствовать запах, и некоторые сорта я просто не могу съесть. Сейчас мне хочется почему-то молочные продукты, то есть кисломолочный творог, сыр. Раньше я этого не ела. Я себе ничего не запрещаю, насильно ни от чего не отказываюсь. Я ем только то, что мне хочется, я прислушиваюсь, мне нравится понимать точно, чего я хочу. Если раньше я могла на автомате съесть мороженое там или еще что-то такое, это приводит к набору веса ненужного. Вот это бесконтрольное употребление. Там съел орешек, там еще что-то, и оно все набирается так незаметно. Сейчас я отслеживаю то, что я хочу, и стараюсь съесть именно то, что я хочу, и если у меня чувство насыщения есть, я дальше не ем. В начале практики вам, возможно, будет хотеться есть по привычке. Вас будет звать сам ритуал принятия пищи. На самом деле, если не хочется, если я, например, в эти дни голодания делаю ребенку кофе, то я просто наслаждаюсь запахом кофе, запахом шоколада, потому что обоняние обостряется очень сильно.
но запах еды вас не раздражает вообще. При голодании на воде меня раздражали запахи, и хочется вам кушать. При сухом голодании такого не происходит. То есть запахи вас не раздражают, и вы, наоборот, можете спокойно наслаждаться ими. Я как раз в день, когда отдыхаю от еды, я ищу новые кулинарные рецепты на YouTube. Я вижу еду, я как бы визуально ею насыщаюсь. Никакого дискомфорта я не испытываю. Или я ищу что-то такое, что мне интересно, я могу спокойно рисовать, меня процесс этот успокаивает всегда. Но вы можете смотреть кино, вязать, вот занять руки, смотреть какие-то концерты, то, к чему лежит душа. Не уроки, например, игры на фортепиано или гитаре, где требуется концентрация, а что-то такое поспокойнее. Хотя позже, возможно, вы сможете и даже и уроки делать. Но на первое время я не советую. Имейте в виду, если вы будете голодать сами или с супругом, и у вас нет детей, например, да, что у вас будет оставаться приличное количество продуктов. Поэтому при входе имейте в виду, что чтобы у вас не пропали какие-то продукты. Например, там хлеб, начатая пачка чего-нибудь, суп и так далее. После того, как вы выйдете, вы уже постепенно будете есть все меньше и меньше, чем раньше, и поэтому учитывайте этот момент. Но важно, чтобы на выходе у вас был сок. Яблочный, апельсиновый, или, вот показываю тем, кто живет в Германии, это биосок, продается он в Альди, на вкус он как рассол от квашеной капусты, в принципе, это и есть, наверное, рассол. Я такой очень люблю, я вообще все рассолы от огурцов, от помидоров выпиваю. Некоторые не могут на него даже смотреть. Нас все время на кассе спрашивают, вы что, сами это пьете, да еще и ребенка заставляете? А ребенок сам этот сок обожает, и мы тоже пьем с удовольствием. Но вы должны попробовать, и потом вы поймете, как бы подходит он вам или нет. Так вот, этот сок можно пить в день входа, он обладает слабительным свойством, и в день выхода. Когда, например, вы едите вот с часу до 4 что-то вареное, например, как я, да, я ем вареную картошку, немножечко присаливаю ее и чуть-чуть перцем посыпаю и запиваю таким соком. И вкусно, легко, пропадает желание есть, вы уже насыщаетесь этим. Хотя в день выхода я как раз вот часов до 2 я вообще ничего не хочу есть. Но это важно на выходе вот выпить такой сок было бы очень неплохо, потому что этот сок восстанавливает микрофлору кишечника. В том же Альди есть биосок свеклы, рядом он стоит, я вот его пить не могу, потому что я свеклу не переношу, но его тоже можно использовать, но лучше капустный. И хорошо кушать капусту на выходе, просто капусту или капусту там с морковкой, со свеклой, с зеленью. Особенно в Германии покупайте шпицколь, она мягче, она нежнее, и все это как салат режете и едите. Только не вздумайте полить маслом. Поливайте чуть-чуть лимонный сок. Я немножко еще присаливаю, перчу, потому что не могу пресную есть. Значит, в день, когда я делаю перерыв в еде, я на энергосберегающем режиме. Мне не хочется спорта, каких-то активных действий, что-то планировать, решать, отвечать на письма, заказывать в интернете, куда-то ходить по делам или в магазин. Важно не быть в стрессе в этот день. Мне нравится что-то спокойное делать, рисовать, смотреть фильмы, гулять, даже спать. Спать хочется иногда, потому что можно часик-два поспать, потому что я сама замедляюсь, движение крови замедляется. Очень хорошо в этот день медитировать, просто прекрасно. Делать это для меня, делать растяжки тела, вот это то, что мне надо, покрутить головой, понаклоняться. Йога, пилатес, это вот то, что нужно. Не прыжки и поднимание гирь, хотя некоторым нравится, и они с удовольствием этим занимаются. Мне лично нужно вот что-то спокойное. Но вы посмотрите по своему желанию. Я свободный художник, как бы я могу себе позволить любой вариант событий. Если вы работаете, вам надо куда-то идти, то выберите дни поспокойнее, вот чтобы дни голодания были без стресса по возможности. Я знаю, что только один день делаю перерыв в еде, и вот понимание того, что это все очень быстро закончится, практика проходит все легче и легче. Тебе не надо готовить, тебе не надо есть, ходить в туалет, потому что ты не пьешь, и тело твое занимается основательной чисткой, сжигает все ненужное и вредное, а польза от этого одного дня колоссальная. Все органы очищаются и оздоравливаются.
Мне уже несколько человек сказали, что вы мучаете организм, это просто издевательство над клетками и так далее, издевательство над собой. Я вам скажу, что я практик, и я, если бы почувствовала, что мне становится плохо после этого, я бы прекратила сразу это делать. Но я даже с первой недели почувствовала улучшение своего состояния. Сам день голодания проходит в более бодром режиме. То есть, чем дальше я голодаю, тем мне проще. Вот этот день я его не замечаю, он проходит быстро. После выхода на следующий день огромный прилив сил. Меняется цвет лица. Возникает энергия сильная, но приятная, без перевозбуждения. Глаза на холоде перестали слезиться. Я ни разу не заболела простудными заболеваниями. Пару раз было першило в горле, было недомогание. 1 чашка чая с лимоном, все прошло. Идеи я не успеваю записывать. Часто наговариваю на телефон, когда иду, потому что просто их надо выгрузить из головы, потому что следующие уже туда загружаются. И надо дойти до того, чтобы еще успеть все осуществить. Я замечаю по себе, что я лучше выгляжу, кожа подтягивается. Как только я перестаю делать вот эти перерывы, паузы в еде, это сразу отражается на внешности. Это когда ты прекратил пить, курить там, или избавляешься от сахара, ты заметно меняешься внешне. Так и с голоданием. Вам, возможно, это не видно через экран, мне это видно в зеркало. Если вы хотите начать практиковать дни, свободные от еды, я оставлю ссылку на мое видео внизу под этим видео. Я рассказала, как правильно делать сухое голодание. Вы найдете там всю нужную информацию, потому что важно предварительно правильно очистить организм. Обязательно посоветуйтесь со своим врачом. Несмотря на то, что голодание это считается безвредным 36 часов, все равно спросите, потому что, возможно, у вас есть какие-то хронические заболевания. Если у вас какие-то есть вопросы, пишите в комментариях, а так обязательно подписывайтесь на канал. Если вам видео было полезным, не поленитесь поставить лайк. С вами была Наташа. До новых встреч. Пока.